Привет, друзья! В этом мастер-классе я хочу показать вам, как сделать вот такие вот цветочные серьги с сиренью, не используя при этом какие-либо профессиональные инструменты. Вам практически ничего не нужно, а фактуру листика вы можете снять из живого листа. Для начала я подобрала такие оттенки глины, которые сочетаются между собой. Это бежевые, нежно-фиолетовые, и вот отщипываю небольшие кусочки и формирую капельки. Капельки со стороны широкой части делю ножницами на 4 равных сегмента. Раскрываем эти сегменты, как видите, работаю здесь на палечнике, и дальше каждый из сегментов мы расплющиваем на пальчике. Делаем это иголкой, можно спицей, если у вас нет такого стека, как у меня. В общем, каждый из лепестков мы утончаем и придаем уже форму сирени нашим цветам. Давайте еще раз. Со стороны широкой части надрезаем ножницами капельку на 4 равных сегмента, раскрываем эти сегменты, дальше берем и иголочкой расплющиваем каждый из сегментов на пальчике, прям по ребру пальчика. Растягиваем пластику, и у нас получается цветок сирени с 4 тонкими лепестками. Для листочков раскатайте пластику салатового либо зеленого цвета, очень-очень тоненько, и дальше скальпелем в произвольном порядке вот такие вот капельки вырежите. Из расчета 5 крупных капелек на один букет, то есть 10 крупных и 6 чуть-чуть поменьше. Нам нужно будет ими делать закладку в пустых местах между цветами. Дальше снимаем листочек, и со стороны широкой части опять листочка мы его немножечко раскатываем на ладошке для того, чтобы утончить край. Дальше я перекладываю листочек в вайнер и придаю фактуру. Но я вам уже сказала, если вдруг нет у вас вайнера с прожилками листика, вы можете, пока еще есть у нас на улице живые листочки, найти небольшой листочек с очень жилистой фактурой и с помощью этого листочка придать фактуру на листочках из пластики. Листочков нам нужно будет сделать 10 крупных и 6 маленьких. Дальше вот на таком импровизированном стеклышке я буду укладывать листочки, по 5 штук крупных листочков, вот так веером друг за другом они идут, создают одну окружность, по центру листочки друг к другу приклеиваются, прям размазываю центральную часть стеком, шариком. Если стека шариком нет, можно сделать это рукояткой кисточки обычной, и 5 листочков укладываю друг за дружкой и сглаживаем по центру места их соединения. Дальше делаем крепление под серьги. Берем пин, желательно сантиметров 5, петельку верхнюю не трогаем, а вот под петелькой делаем тонкогубцами еще одну петельку. Эта петелька будет держать у нас всю конструкцию. Дальше закрываем эту петельку пластикой салатового цвета, точно такой же, с которой мы формировали листочки. Петелька пина должна возвышаться над листочками, она должна быть открытой. И желательно листочки затонировать красной пастелью. Нет красной пастели, можете не тонировать, можете оставить листочек в первозданном виде. А если будете тонировать, то это сухой пастелью и плоской синтетической кисточкой по краешку аккуратненько проходите и немножечко оттеняете края ваших листочков. Ну а теперь мы начинаем собирать нашу цветочную композицию. Здесь я подбираю сейчас максимально крупные по размеру цветы, серединку цветочного букета оставляю пустой и начинаю выкладку по краю максимально там близко к листочкам, к окончанию листочков. Листочки у нас чуть-чуть где-то проглядывают, а так в принципе всю площадь мы закрываем. Маленькие цветы укладываю, прижимаю сначала внутри маленьким стеком к подложке из листиков, а потом еще приглаживаю хвостик, тонкий хвостик наших цветов, для того, чтобы они более надежно скрепились салатовой подложкой из листьев. Цветочки укладываю максимально близко друг к другу и стараюсь чередовать их по цветам, чтобы не было такого, что 2 фиолетовых или 2 бежевых рядышком друг с другом находятся. Как видите, я сразу делаю 2 симметричные сережки, то есть укладываю ряд из цветов на одной сережке и потом сразу приступаю к укладке наружного ряда уже на другой сережке. Единственное, что здесь я не делаю полностью симметричные, то есть не исхожу из той цветовой гаммы, которые были в первой паре сережек. Дальше я беру маленькие листочки и маленькими листочками делаю закладку внутри, на одинаковом расстоянии друг от друга размещаю вот эти 3 листочка. Больше не делаю.
и в одну и другую сережки, и обязательно краешки листочков не забывайте затонировать красной пастелькой, если вы нижний ряд листьев тонировали. Сейчас делаю такую небольшую подложку салатового цвета для того, чтобы цветочки, которые мы будем располагать внутри, они чуть-чуть возвышались и добавляли объема, а не просто утонули внутри. И здесь опять беру стек с маленьким шариком, подхватываю этим стеком цветочки, и цветочки максимально плотно укладываю друг за другом, то есть делаю еще один ряд уже внутренний. По центру у вас останется пустота в данном цветочке, и туда, по идее, должен поместиться всего один лишь цветок сирени. Выберите покрупнее, такой, чтобы мог перекрыть пустоту в серединке. Если вдруг в серединке будет много места, значит размещайте там 2, возможно даже 3 цветка, но закрывайте все пространство, чтобы нигде у вас подложки не было видно, чтобы цветочные букеты были наполненные у вас. Где-то можете раскрыть лепесточки, где-то наоборот подсобрать, и чтобы сердцевина цветов не была такой пустой и голой, давайте из пластики желтого цвета сделаем малюсенькие шарики. Дальше мы берем толстую иголку, я все тем же стеком работаю, вы можете взять спицу и подхватываем каждый шарик и закрываем этим шариком серединку в цветке. В принципе все, на этом этапе мы можем цветы отправлять на запекание. После обжига даем им полностью остыть, температура, время запекания на вашей упаковке глин смотрите, и дальше смотрите пин, который у нас внизу торчал, просто голый пин, мы откусываем его лишнюю часть, оставляем приблизительно 7 мм и делаем полупетлю, не закрываем ее. Дальше берем пин шариком и нанизываем на него какую-то красивую капельку. Можно вход и выход пина из бусинки закрыть какими-то цветастыми шапочками, вот как у меня, маленькие ажурные цветочные шапочки. Дальше мы отрезаем стержень пина, если что-то лишнее, опять оставляем 7 мм длиной и закручиваем петлю, желательно в 1,5, возможно в 2 раза, если оставите 1 см длиной. И замыкаем эту бусинку с петлей уже на полупетле, мы ее не закрывали, которая у нас идет по цветочной композиции, и закрываем эту петельку внизу плотненько. В верхней части петлю открываем и подвешиваем туда швензу. Вот и все, друзья, наши цветы готовы. Как видите, это достаточно просто, и никаких профессиональных инструментов иметь для этого не нужно. А все инструменты, которые я использую в этом мастер-классе, вы можете найти дома и из подручных средств попробовать сделать точно такие же серьги. Если вам этот урок понравился, жду ваши лайки, жду ваши комментарии. На сегодня это все. Всех вам благ и удачной лепки!